Мы играем в игры по разным причинам. На своем канале я люблю разбирать их нарративную составляющую, потому что я люблю истории. Я также, как вы поняли, очень сильно люблю Ультракилл. Это не значит, что там должен быть какой-то глубокий посыл или просто история в принципе, однако и то, и другое там, кажется, есть. Сейчас я расскажу о том, какая, на мой взгляд, в этом шутере история. Знаю, она не завершена, и я, скорее всего, ошибаюсь, но помечтать тоже хочется. Начнем с того, что игра откровенно критикует человечество за бесконечные кровопролития и войны, которые в результате дали рождение машинам. Они и участвовали в том, чтобы отправить людей в ад. В мире этого шутера ад населен совершенно разными существами, но нас интересуют оболочки или хаски. Оболочка образуется в аду в соответствии со своим авторитетом в обществе, то есть верой в человека других людей, равно как и верой в себя. Самый распространенный хаск – это дрянь, filth в оригинале. Она настолько слаба, что даже не имеет полноценного тела, так что делайте выводы. Самый же большой хаск – это труп короля Миноса. Можно сказать, естественно, он большой. Он же был правителем, так еще и мудрым и справедливым. Люди его чтили. Однако не только этим он примечателен. Стоит вспомнить и уровень душа выжившего. После своей смерти в аду, что бы это ни значило, Минос не исчез. Его душа сама по себе материализовалась в отдельное существо, одно из самых сильных в аду. Однако и этим игра не заканчивает говорить о своих темах. В1 проходит сквозь врата ада, сметая на своем пути любую порочную душу. Ни простой хаск, ни другая машина, ни демон не могут остановить этого железного монстра. Но В1 должен быть остановлен, ведь согласно Божьей воле, он не был создан для того, чтобы попадать в ад. В1 – это вещь, не имеющая души, которую можно терзать. У этого робота нет мотивов, нет эмпатии, и он не ведает морали, не различает хорошее от плохого. Он не может быть ни святым, ни грешным. И все-таки он спускается все глубже в ад, разрушая его структуру. И кто может остановить В1, если не судья ада Габриэль? Machine, turn back now. The layers of this palace are not for your kind. Turn back, or you will be crossing the will of God. Your choice is made. As the righteous hand of the Father, I shall rend you apart, and you will become inanimate once more. Behold the power of an angel! What? How can this be? Bested by this thing? You insignificant fuck! This is not over! May your woes be many and your days few. Однако, несмотря на свою мощь, он проигрывает. Это был сильный удар. Ангел, существо, созданное Богом, слуга его и судья ада, в котором горит огонь правосудия. Его правая рука, такая же сильная и непокорная, проигрывает неодушевленному предмету. Высший совет ангелов, узнав об этом кошмаре любого существа божественного происхождения, не может поверить в такой исход. Мучая едким упреком душу бедного Габриэля и без того искалеченную произошедшим потрясением, совет пришел к выводу, что этот ангел – предатель, изменник Божьей воли. Ведь как иначе объяснить его унизительное поражение? Было решено изъять из тела Габриэля свет божественной ярости Господа.
униженный и изгнанный, Габриэль чувствует, как внутри него просыпается новая искра, огонь ненависти. И он знал, что с ней делать. Limbo, lust, all gone, with gluttony soon to follow. Your kind know nothing but hunger, purged all life on the upper layers, and yet they remain unsatiated. As to you, you've taken everything from me, machine, and now all that remains is perfect hatred. Machine, I will cut you down, break you apart, splay the gore of your profane form across the stars. I will grind you down until the very sparks cry for mercy. My hands shall relish ending you here and now! Twice beaten by an object. Twice! I've only known the taste of victory, but this taste is this my blood? I've never known such relief. I need some time to think. We will meet again, machine. May your woes be many, and your days few. Но вот он проигрывает вновь. И если в первый раз поражение открыло Габриэлю такую ярость, которую он никогда не испытывал, в этот раз на него нисходит озарение. Ангел берет в руки свой меч, который служил ему инструментом, и в отражении на лезвии видит тот же инструмент – себя самого. Габриэль был не просто каким-то ангелом, он был светом во тьме заблудших душ, что не могут найти покой в аду. Это был маяк, ориентир, к которому грешники стремились приблизиться как можно ближе, они хотели коснуться частицы света. Но этот свет был не настоящим. Он не должен был проигрывать. Так не было задумано Господом, это невозможно. И все-таки это произошло. Возможно, я придумываю, потому что решил по советам PewDiePie прочитать Эпиктета, а может это действительно так, очень уж тут все сходится. Габриэль был прислужником рая и слушался Божьей воли, что значит, что он вкладывал свою веру в какое-то понятие, во что-то отличное от него самого. Однако, когда V1 побеждает его, это победа не над самим Габриэлем, это победа над Божьей волей. Ультракилл – история не про робота, который настолько силен, что может уничтожить любого. Это история о том, во что ты готов верить и к чему это тебя приводит. В этом мире Бог мертв. Нет никакой Божьей воли. И Габриэль берет свою веру, которая была целиком и полностью посвящена предписанным для всех порядкам, и вкладывает ее в себя, тем самым обращаясь из божественного прислужника в свободного человека. Это лишь мое предположение, и я буду рад оказаться неправ, потому что это плохая кульминация для шутера, но я думаю, что в третьем акте мы не будем драться с Габриэлем. Во-первых, это имеет смысл, потому что без света, который из него изъяли, он просто ослабеет и умрет. А во-вторых, для Габриэля просто нет смысла сражаться с V1. Если эта интерпретация имеет смысл, то этот ангел и так все понял. V1 это всего лишь робот, предмет, который делает то, что он был создан делать, в то время как сам Габриэль обрел истинную свободу. Ну а что ждет его дальше на самом деле, мы сможем узнать позже.